Привет, мои дорогие друзья! Появилась новость, эта новость меня сразу сходу шокировала, давайте сразу к делу. Эта новость появилась в западной прессе, да куда уж западнее. Financial Times сообщили о публичной казни мирного жителя в Скадовске. Первое сразу же, то, что мне пришло в голову, это распятый мальчик. Моментально сходу с колес. Но Financial Times, тем не менее, сообщили, а это пресса, серьезнейшая пресса. Подождите, мы им доверяем однозначно. И вот мы уже читаем. Вот мы переходим на сайт, на который они ссылаются. Они рассказывают о том, что это правозащитники. Итак, фраза «Скадовск – это Украина» как причина для похищения жену. Замучили, мужа избили. Читаем. 7 октября со своего собственного дома в оккупированном Скадовске Херсонской области выкрали Татьяну Мудренко, ее мужа 60-летнего. Выкрали сотрудники полиции, которые сотрудничают с россиянами. Дальше рассказывается, собственно, что бросают под ноги гранаты, все такое, разгоняют проукраинские митинги, что выходят люди на митинги, тем не менее им бросают гранаты, все. Также долго рассказывается о том, что пускают автоматные очереди над головой, все такое. Здесь же, в качестве примера того, насколько все страшно, приводятся как раз таки проукраинские митинги с украинскими флагами. Люди стоят. Далее рассказывается, что женщина выехала в Днепр, потом с сестрой они общались, она рассказывала, что есть какой-то коллаборант, казала-мазала. Мне же интересно, мы подходим к самому главному, потому что самое главное – это публичная казнь в Скадовске. Итак, еще видео с украинскими флагами. В общем, рассказывается о том, как они находились в СИЗО. И наконец-то, через несколько дней в другой группе появилось сообщение, привезли женщину с удушением. Сестра обратилась в полицию, но ей, в общем, ничего не рассказали. После этого одна местная жительница рассказала мне, как будто бы Татьяну полицейские коллаборанты показательно повесили перед зданием суда, говорит Наталья. Люди говорят, что причиной могла стать фраза сестры «Скадовск – это Украина». Абстрагируемся от наших предпочтений. Люди говорят, и одна местная жительница ей сказала, откуда почерпнув информацию, неведомо. Публичная казнь подразумевает, что это видит более чем один человек. Один человек какой-то сказал сестре, она об этом написала. И, собственно, там дальше ничего важного. Рассказывается, что друзья Тани говорят, что она очень любила свою страну. Но теперь мы переносимся уже в серьезнейшее издание Financial Times. Жители Херсона рассказали о терроре под властью России. Предполагаемое повешение женщины на юге Украины свидетельствует о жестокости Москвы на оккупированной территории. Казалось бы, такое серьезное обвинение нуждается в чем-то большем, чем просто в свидетельстве, допустим, сестры. Но оказывается, что даже сестра не является первоисточником. И мы читаем, во-первых, смотрите, Кристофер Миллер, запомните, Кристофер Миллер, очень журналистский журналист. Читаем, он из Киева сообщает. Наталья Черная предупредила свою более откровенную сестру-близнеца об осторожности, но Татьяна с трудом сдерживала свой гнев по поводу войны. В прошлом месяце Мудренко вынесли высшую меру наказания за провозглашение Скадовска украинской территорией. По словам нескольких свидетелей, самозваные промосковские власти вытащили ее на улицу и публично повесили. Здесь начинается ложь, потому что о нескольких свидетелях речи не шло. Речи не шло даже в том, что называется первоисточником. Итак, перечитываем. Одна местная жительница рассказала мне, будто бы Таню полицейские коллаборанты показательно повесили перед зданием суда, говорит Наталья. Никого круче, кто знает об этой ситуации, чем сама Наталья, потому что именно она понесла эту историю. Никто знать не может.
Далее рассказывается о насилии российских солдат, о том, что они захватывают дома. Вот, наконец-то. Однажды весенним днем, гуляя у моря, сестры столкнулись с группой российских солдат. Она посмотрела на орка прямо ему в глаза и спросила: «Почему ты здесь? Вы меня расстреляете?» Но ее не расстреляли. Потом она ругала полицию, которая сотрудничала с оккупантами, кричала: «Скадовск – это Украина». А после этого она исчезла. И вот уже позвонила женщина и сообщила, что Мудренко не только мертва, но оккупационные власти вытащили ее на улицу и убили в ходе публичного проявления террора. Она сказала мне, что Таню повесили, сказала Черная, используя прозвище своей сестры. Ей что-то влили в рот, а затем повесили перед зданием суда. Это все и сообщила звонившая женщина. Звонившая женщина сообщила, что Орехова освободили из плена со сломанной рукой, но потом он опять пропал. Некоторые детали, связанные с предполагаемым похищением и смертью Мудренко, невозможно было проверить независимо, поскольку они произошли в местах, недоступных для западных журналистов. Но Financial Times изучил свидетельство смерти Мудренко, а также текстовые сообщения и обсуждения между местными жителями. Ну и таким образом они пришли к выводу о том, что это правда. Текстовые сообщения, свидетельство о смерти. Свидетельство о смерти сказано: смерть от асфикции, механической асфикции. Где произошла эта смерть? Даже где найдено это тело? Сообщается, что тело найдено неподалеку от суда. Но публичное повешение? Серьезно? Дальше заканчивается статья словами о том, что все будет Украина и так далее. Я начинаю искать все-таки какую-то еще информацию. Кто раньше всего об этом сообщал? Вот я нахожу еще за октябрь обозреватель. Позже кто-то сбросил сестре Наталье ссылку на статью, где было написано, что Таню повесили возле суда в Скадовске. Эту же информацию передавали очевидцы. Никакие очевидцы эту информацию передавать не могли, потому что очевидцев этого нет. Потому что очевидцы никоим образом не зафиксировали ничего. Потому что их никогда никто не называл очевидцами. Она говорит только про одного человека, который это сообщил. Далее. Татьяну показательно повесили возле суда. Это Украина. Жуткие подробности преступления рашистов. Вскоре мне прислали информацию, это рассказывает сестра, с одного сайта о мертвой женщине. У нее следы удушения. Мол, женщина гуляла с собакой и разведывала у орков информацию. На фото я узнала сестру. Здесь вообще другая версия. Оказывается, она гуляла с собакой. Как она могла гулять с собакой и разведывать какую-то информацию, если она находилась под арестом в это время? Или она сначала разведывала информацию, а после этого ее взяли под арест. Но кто ее повесил возле здания суда, причем публично? Вы представляете, если бы произошло такое, если бы это видел хотя бы один человек, что было бы? Вскоре тело женщины, которая в оккупации отстаивала свою проукраинскую позицию, нашли в центре Скадовска возле дома суда. То есть она уже не висела, по всей видимости, возле дома суда. Ее там нашли. Далее. Мне сегодня сообщили, мою сестру-близняшку повесили менты около суда. Сообщала сама Мудренко. Об этом же сообщал советник министра МВД Геращенко. Он рассказывал, как пишет журналист Зоя Касанжи, по некоторой информации Мудренко показательно повесили возле здания местного суда. Мы, наконец-то, может быть, нашли какой-то журналистский первоисточник. Зою Касанжи. Мы идем к Зое и узнаем о том, что в городе рассказывают, что женщину показательно повесили перед зданием суда. Правда это или нет? Неизвестно. Financial Times, пользуясь сообщением сестры убитой женщины, сообщают как факт о том, что ее повесили, ссылаясь на показания каких-то свидетелей, которых никто никогда не видел и не слышал, кроме одной женщины, которая, по показаниям сестры, сначала ей просто об этом рассказала, по другим показаниям этой же сестры прислала ей ссылку на некую статью, где рассказано о женщине, которая с собакой, у нее был доберман, разведывала информацию про орков, и ее за это повесили возле здания суда. Публичное повешение возле здания суда предполагает свидетелей. Нахождение тела возле здания суда
предполагает место этого нахождения. Если она висела, наверное, это кто-то мог бы сфотографировать. Ну, мы не будем обсуждать то, что без сомнения, если бы такое происходило, то это было бы зафиксировано, потому что, в принципе, как вы видите, и выступления антироссийские там фиксируются, и все остальное там великолепно фиксируется, и там достаточное количество жителей, которые имеют проукраинскую позицию. При этом, когда Financial Times, СМИ мирового уровня всасывает такой бред и выдает его, это уже падение всего, я считаю. Если у вас есть какая-то информация о публичном повешении этой женщины возле здания суда, пишите, пожалуйста. Но лучше подкрепите ее хотя бы чем-нибудь, кроме «одна баба мне сказала». Это для Financial Times, для меня не пойдет. Пока.